Сегодня я покажу полезный для здоровья, простой и быстрый рецепт из тыквы. Получится при этом очень вкусно. Тыкву, конечно же, очищаем от семян. И, конечно же, от кожицы. В очищенном виде я беру полкилограмма тыквы. Затем этот замечательный овощ я нарезаю небольшими кусочками. Так блюдо приготовится значительно быстрее. Измельченную тыкву помещаем в кастрюлю или в сотейник. А затем заливаем тыкву водой так, чтобы эта вода почти полностью ее покрыла. Ставим кастрюлю на плиту, пускай закипает. После закипания тыкву варим на небольшом огне до готовности. Сколько на это уйдет времени, напрямую зависит от сорта вашей тыквы. Обычно на это уходит от 8 до 20 минут максимум. У меня на это ушло 10 минут. Готовность проверить очень легко. Берем кусочек. Вот легко разламывается. Все готово. Часть воды из кастрюли сливаем, но немного оставим. Визуально примерно полстакана воды остается. Разминаем отварную тыкву при помощи обычной картофелемялки. Тыква у меня не очень сладкая, поэтому я добавляю 1 чайную ложку сахара. Если у вас тыква сладкая, сахар не нужен. Для замечательного десертного аромата я также добавлю 1 чайную ложку ванильного сахара. А для баланса вкуса и для того, чтобы подчеркнуть сладость, я кладу 1 щепотку соли. Как я уже сказала, тыква у меня не очень сладкая, сахара я добавила совсем чуть-чуть. Но я хочу дать дополнительную сладость таким полезным ингредиентам и вкусным, как изюм. Изюма я добавила 1 горсть, можно добавить больше, можно добавить еще другие сухофрукты или измельченные орешки. Сразу же перемешаю, чтобы соль и сахар растворились. Дальше я добавлю полстакана молока. 100 мл. Если вы не употребляете молоко, можно добавить полстакана той воды, в которой варилась тыква. Опять перемешиваю. И последний ингредиент – полстакана манной крупы. Стакан у меня 200 мл. Для тех, кто все взвешивает на весах, это 90 граммов. Чтобы каша была абсолютно полезной, манную крупу я брала из твердых сортов пшеницы. И, конечно же, хорошо опять перемешиваем. Если вы видите, что каша получается достаточно густой еще до того, как мы начали ее варить, добавьте еще немного молока или воды, в которой варилась тыква. Нашу замечательную ароматную кашу ставим на плиту. Включаем небольшой огонь. И дальше варим кашу на таком небольшом огне, помешивая. Пока варим, опять смотрим, каша густеет. Если вам хочется более жидкую, можем опять по чуть-чуть добавлять жидкость, в которой варилась тыква. Вы знаете, ванильный сахар можно, конечно, не добавлять в кашу, но с ванильным сахаром аромат гораздо интереснее. Очень-очень аппетитный. Пахнет как будто десерт. Проварили кашу 3 минуты и выключаем огонь. Теперь я добавляю кусочек сливочного масла. У меня он такой небольшой. Но, как известно, кашу маслом не испортишь, поэтому кусочек масла можно взять и побольше. А если не употребляете молочное, то можно масло вовсе не добавлять. Я закрываю кастрюлю крышкой и даю этой ароматной каше настояться еще 5-10 минут. Как видите, все очень просто, но каша по этому рецепту получается особенно нежной, особенно вкусной.
Готовьте на здоровье, радуйте себя, делитесь этим простым рецептом с друзьями и близкими. При этом не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. Я желаю вам самой вкусной каши, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Как всегда, мы с вами встретимся в следующем вкусном видео.